Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я представляю мастер-класс по вязанию такого летнего джемпера, который связан из пряжи Gazal Organic Baby Cotton 50 граммах, здесь 115 метров. Что касается цвета, это 434 цвет, немножко чуть-чуть отличается от, скажем, настоящего. Что касается расхода, получилось у меня вес всего этого джемпера 530 грамм. Я вязала на размер 48-50. Сейчас по размерам. Так, по ширине получается 53 сантиметра. Так, по длине 56-57 где-то сантиметров. Так, то есть он не сильно такой длинный. Но я и хотела, чтобы он немножко был, скажем, не совсем длинный. Так, длина рукава 50 сантиметров, но вы знаете, можно немножко было меньше связать, хотя бы на пару сантиметров. Но в принципе тоже неплохо смотрится. Теперь горловина. Вот если открытая, это 24 сантиметра. Вот. Теперь ширина рукава. Вот по пройме 19 сантиметров. Но я и не хотела такой широкий, поэтому меня это устраивает. Горловина у меня обработана ложной кетлевкой. Вот таким способом обработала я горловину. У меня есть отдельное видео, недавно вышло на канале. Обработка горловины, ложная кетлевка. Поэтому я в этом мастер-классе останавливаться подробно не буду. В конце этого видео перейдете по ссылочке, и тогда будете провязывать горловинку вот таким вот способом. Что касается узора, вы знаете, мне он очень понравился. Почему? Потому что он очень легкий. То есть для того, чтобы вязать тот или иной узор, нужно, скажем так, не постоянно смотреть в схему, а немножко изучить этот узор, чтобы понимать вообще, как его вязать. Вот этот узор очень легкий вообще вот в том плане, что его легко провязывать. Несмотря на то, что в высоту вот этот вот раппорт у нас, вот этот вот раппорт 28 рядов. Ширина, количество петель в раппорте 13. Несмотря на то, что вот такой вот высокий раппорт, он вяжется и запоминается очень легко. То есть я, наверное, если, скажем, мне задали бы вопрос, будете ли вы вязать таким узором, я бы сказала однозначно да. Потому что он легкий и он мне действительно понравился. Так, вот эти вот накиды и скрещенные петли, которые действительно вот такими волнами получаются красивыми. Рукава я закрывала фабричным способом петли. И на горловине то же самое. Петельки я закрыла фабричным способом. Что касается набора петель, я набирала петли. Вот смотрите, у нас получается, вот если поближе рассмотреть, такая интересная дорожка. Это эластичный способ набора петель. У меня есть тоже отдельное видео. Можете посмотреть и набирать таким способом. Мне он тоже очень нравится. Так, ну а сейчас, если кто-то заинтересовался, приступаем к началу вязания и начинаем с набора петель. Итак, резиночку 1 на 1 я уже провязала. 250 петель у меня на спицах. Так, и это 5 сантиметров. Сейчас мы переходим на спицы номер 4. Левая спица у меня будет 3,5, а рабочая 4. Для удобства, так, левую спицу мы берем на полразмера меньше. Первый ряд у нас будет установочный, то есть мы все петли провяжем лицевыми. И кроме того еще прибавим 10 петель через 25 петель. То есть 250 плюс 10 у нас на спицах будет уже 260. Так, сейчас мы начинаем провязывать все лицевые и плюс делаем прибавочкой через 25 петель. Показываю, как мы будем делать прибавку. Вот со стенки нижней петли стеночку набрасываем
И перекрещенной вот таким образом подхватываем, делаем прибавочку. То есть это получается скрещенная. Подтягиваем немножко. И вот то, что отстало, скажем, от этой петли, мы тоже ее провязываем. И вот это вот у нас получается петля, которую мы с вами прибавили. Она будет абсолютно незаметная. Таким образом, через 25 петель мы прибавляем. И у нас на спицах должно остаться, должно быть уже 260 петель. Вот схема узора, который мы с вами будем вязать. Значит, схема у нас, раппорт узора получается у нас 13 петель. Так. В высоту у нас 28 рядов. На схеме у нас указаны только лицевые. У нас круговое вязание, поэтому изнаночная сторона будет вязаться по рисунку. Так. И смотрите, у нас есть условное обозначение. Сейчас мы начинаем провязывать первый ряд. Я уже провязала несколько раппортов и отделила маркером. Но для удобства вы можете также делать, чтобы не запутаться, где у нас начало раппорта, где у нас он заканчивается. Первая петля у нас лицевая, скрещенная за заднюю стенку, то есть не за переднюю, а именно за заднюю. Вот таким образом мы провязываем. Это у нас будет лицевая скрещенная. Дальше у нас идет изнаночная петля. Опять скрещенная лицевая вот таким образом. Снова изнаночная, накид и идет протяжка. Одну петлю мы снимаем как лицевую, вторую провязываем, и ту, которую мы сняли, набрасываем вот на эту следующую. Вот это называется протяжка. Иначе говоря, 2 петли вместе с наклоном влево. Так, и остался у нас по схеме 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И одна у нас петля изнаночная. Вот у нас раппорт. Так, вот отсюда начинает 13 петель. То есть мы с вами провязали первый ряд. Еще раз давайте вам покажу. Первая петля у нас скрещенная. Затем изнаночная. Опять скрещенная. Снова изнаночная. Накид. Протяжка. Одну снимаем. Вторую провязываем. И набрасываем ту, которую мы сняли. Вот таким образом. Дальше идет у нас 6 петель лицевых. И последняя у нас изнаночная. Все. Так, вот таким образом мы вяжем до конца этого ряда. Это первый ряд. Второй ряд вяжем по рисунку. Так, второй ряд у нас по рисунку. Провязываем первая лицевая. Вторая у нас изнаночная. Опять лицевая. Дальше у нас изнаночная. Накиды мы с вами будем провязывать лицевой. Опять лицевая, 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 лицевая. Еще одна лицевая, лицевая. И последняя у нас будет изнаночная. То есть именно таким образом, как смотрят вот эти петли. Так? То есть мы с вами вот эти первый ряд провязали, второй ряд провязываем по рисунку. У нас здесь второго ряда нет. Так, в схеме. Так, и таким образом повторяем вот до конца этого ряда. Вяжем третий ряд. Скрещенная лицевая, изнаночная. Скрещенная лицевая, изнаночная. Накид, изнаночная, протяжка. Одну петлю снимаем как лицевую, вторую провязываем и набрасываем снятую вот сюда. Так, то есть у нас получается вот это вот под наклоном влево идет. Сейчас у нас 5 петель лицевых. И последняя петля, вот это вот у нас она идет изнаночная. Вот у нас раппорт 13 петель. Мы провязали третий ряд. И таким образом вяжем уже до конца этого ряда. Четвертый ряд мы идем по рисунку. Четвертый ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Накид лицевой, изнаночная, лицевая, 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 изнаночная. Так, сейчас уже идет пятый ряд. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, накид, 2 изнаночные петли
и протяжка. Остается у нас 4 лицевые. 1, 2, 3, 4 и 1 петля у нас изнаночная. Все. Вот у нас это раппорт этого узора, и это у нас 5-й ряд. Так, еще раз. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Накид, 2 изнаночные петли, протяжка, 4 петли лицевые и 1 изнаночная. Так, вяжем по кругу до конца, и следующий ряд у нас уже будет 6-й. Сейчас идет 6-й ряд, и вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Накиды провязываем лицевой. Дальше у нас 2 изнаночные идут. Затем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6-я, последняя у нас будет изнаночная. Так, вот у нас раппорт. И это у нас 6-й ряд. То есть, видите, вот у нас уже вырисовывается такой вот рисунок. Так. И повторяем дальше до конца этого ряда. Так, сейчас 7-й ряд. Так, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Дальше идет накид, 3 изнаночных, протяжка, 3 лицевые и последняя изнаночная. Вот этот раппорт у нас в 7-м ряду. 7-й ряд. Вот так получается уже узор. Дальше вяжем по кругу до конца этого ряда. Сейчас вяжем уже 8-й ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Накид провязываем лицевой, изнаночная, изнаночная, изнаночная. Лицевая, 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 лицевая. Последняя петля у нас изнаночная. Так продолжаем до конца этого ряда. Сейчас уже идет 9-й ряд. Вяжем. Первая скрещенная, изнаночная, скрещенная, изнаночная. Накид, 1, 2, 3, 4 изнаночные. После этого у нас идет протяжка, 2 лицевые и изнаночная петля. Так, то есть вот это у нас идет 9-й ряд. Дальше вяжем самостоятельно. Так, ну вот сейчас у меня вот на таком процессе закончился моточек, первый 50 грамм. Так, сейчас я буду присоединять ниточку, покажу, как я это делаю. Так, вот у нас ниточка эта, которая закончилась, я ее разделила на половинку. Вторую, которую буду присоединять, тоже сейчас разделю на половинку. Так, затем беру одну ниточку от одной и вторую от второй. Отрезаю какое-то расстояние, вот допустим такое. И затем беру клей вот таким образом на зубочистку, его достаю. И затем начинаю склеивать длинный конец с тем коротким. Совсем немного наношу клея, чтобы он не сильно уплотнял эту ниточку. Так, клей очень хороший, очень хорошо держит и очень крепкий. И вот таким образом, вот примерно так, я его присоединяю, эту ниточку, она будет держаться. Она очень хорошо держит, потому что клей действительно очень крепкий. Единственное, что его много наносить не надо, потому что становится
такое толстое уплотнение. И вторую ниточку точно так же я наношу клей. Вот так вот. Совсем немного. И присоединяю короткую к более длинной. Немножко прижать, и оно очень хорошо склеивает. И вот смотрите, у меня было вот здесь вот я присоединила. Вот оно даже совсем незаметно. Эту вот ниточку можно даже обрезать, чтобы она тут не мешала. И вот здесь вот тоже, вот видите, тоже вот эту ниточку можно обрезать. Тогда в полотне она абсолютно будет незаметна. Вот, то есть клей очень хороший. Сейчас вот когда мы сложим две ниточки вместе, оно абсолютно будет незаметно в изделии. Так, 10-й ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Накид провязываем лицевой. Дальше у нас идут изнаночные 4 петли и 3 лицевые. Последняя изнаночная этого раппорта. Так, вот таким образом выглядит это уже у нас 10 рядов привязано. И дальше вяжем по кругу. Сейчас идет 11-й ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, как обычно, скрещенная. Дальше изнаночная, накид, 5 изнаночных, 2, 3, 4, 5. Дальше идет протяжка, 1 лицевая и 1 изнаночная. Так. То есть это у нас идет 11-й ряд. И дальше вяжем по кругу. Так, 12-й ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. Дальше идут изнаночные. 2, 3, 4, 5. И лицевая 1, 2, еще 1 изнаночная. Все. Дальше идем до конца ряда. Это у нас 12-й ряд. Так, сейчас у нас идет уже 13-й ряд. Так, 13-й ряд. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, накид, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше идет протяжка и последняя изнаночная. Все, вот раппорт. Это у нас был 13-й ряд. Так, сейчас 14-й ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. Дальше идут изнаночные. 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая и последняя изнаночная. Так, это у нас 14 ряд. Вяжем до конца этого ряда. Так, сейчас у нас идет уже 15 ряд. И смотрите, здесь у нас уже будет немножко по-другому. Так, вот это у нас сохраняются скрещенные лицевые и изнаночные. Так, затем у нас будут все лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вот это у нас уже будут 2 петли вместе лицевой. Затем накид и опять изнаночная. То есть этот ряд уже отличается. Так, начинаем. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Так, затем лицевые 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Дальше 2 петли вместе лицевой за передние стеночки, накид и изнаночная. Так, вот у нас здесь у нас провязано 15 рядов. Так, давайте еще раз этот ряд. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Так, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше идут 2 вместе лицевой за передние стеночки, вот эти вот, накид и изнаночная. Так, вот таким образом повторяем до конца этого ряда. Это у нас 15 ряд. Так, сейчас у нас идет 16 ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем, смотрите, у нас лицевые идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И накид 8. И последняя у нас будет изнаночная. Так, вот мы с вами уже провязываем 16 рядов. Так, вы знаете, я дальше вам не буду показывать. Они уже идут аналогично, эти ряды. То есть у нас получается, вот мы сейчас с вами остановились в 16 ряду. Вы потом пойдете в 17. Так, уже будете провязывать 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Делать 2 петли вместе, провязывать лицевой, уже добавляете изнаночную, накид и изнаночную. И вот таким же образом по этой схеме доходим до 28 ряда. Так, провязываем полностью, сохраняем этот рисунок до проймы. Вот я уже провязала целый раппорт, 28 рядов в высоту. У меня получается высота уже вся 14 сантиметров. И от 2 моточков у меня осталось 9 грамм. Я уже вот провязала где-то 39-40 сантиметров до пройм. И сейчас будем делить вязание на спинку и наперед. Так, единственное, что я хочу показать вам. Вот у меня получилось 1, 2, 3, 3,5 раппорта. Практически вот у меня идет еще один ряд, и будут вот эти вот 2 вместе лицевой. Так, ну сейчас поделим наше вязание вот таким образом на половинку. Вот у нас идет начало ряда со скрещенной лицевой. Так, я вот эти 2 петли перенесу, допустим, на спинку. Это будет наперед. Но тогда еще я буду еще набирать одну петельку дополнительную, чтобы у нас было и тоже вот была изнаночная. То есть и в конце ряда изнаночная, чтобы была, и в начале. То же самое будет и с другой стороны. Вот оно. Тоже вот смотрите. Вот это вот будет, допустим, спинка с изнаночной петлей последней. А здесь у нас будет перед. И тогда еще одну вот эту вот петельку я наберу. То есть у нас должно начинаться и заканчиваться изнаночной петлей. Дополнительно мы наберем вот по одной петельке. И все. Так, будем набирать петельку вот из предыдущего ряда. Так, набрасываем и провязываем. Вот. Эту также мы набрасываем. Но смотрите, сохраняйте свой рисунок, какой у вас там идет по рядам. Так, у меня идут уже нечетные, то есть я должна провязывать скрещенной и так далее. То есть у нас вот здесь мы набрали, и в конце ряда у нас уже заканчивается изнаночной петлей. И у нас уже будет поворотное вязание. То есть мы дойдем до конца этого ряда, затем перейдем на изнаночную сторону и будем вязать уже в изнаночных рядах. Вот я дошла до конца первого ряда, который мы идем сейчас. Будем разворачивать так. У нас получается вот это вот скрещенное. Дальше у нас идет изнаночная. То есть начинается и заканчивается изнаночная. У нас уже есть изнаночная. Разворачиваем вязание. И вяжем сейчас уже изнаночную сторону. В изнаночных рядах у нас
будет вязание по рисунку. Так. Единственное, накиды мы с вами будем провязывать тоже изнаночной петлей. Так, вот смотрите. Первую петлю мы с вами будем провязывать. Провязываем лицевой. Дальше идет у нас изнаночная петля. И по рисунку идем. Вот это вот лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая у меня. У вас может немножко меньше рядов или больше. Так, доходим до вот этого накида и провязываем вот таким образом накид. И все. То есть по изнаночной стороне мы идем по рисунку. Если у нас лицевая, лицевой вяжем. Если изнаночная, вяжем изнаночной. Накиды провязываем изнаночной. И дальше уже вяжем. Доходим до конца ряда. Опять переходим на лицевую сторону. То есть вывязываем сейчас спинку. Сейчас будем формировать горловину по спинке. Вы знаете, она уже у меня провязана. Я хочу извиниться за то, что немножко сделала, скажем так, небольшое упущение. У нас на спицах не 130 петель, а 131 петля, потому что мы добирали одну изнаночную. Так, с одной стороны. Поэтому по центру мы закроем не 60 петель, как дальше будет видео по спинке, так, вот здесь вот, а именно 61 петлю. Итак, я провязала уже по спинке 18 сантиметров в высоту. Сейчас будем формировать горловину. Так, горловину по спинке мы с вами расформируем следующим образом. Центральная часть 60 петель мы с вами закроем. Вот я уже, кстати, их отметила маркером. Так, вот это вот у нас 60 петель. Так, на плечике мы оставили по 35 петель с одной стороны и с другой стороны. Так, сейчас мы с вами будем закрывать вот это вот центральные петли не сразу, а сделаем следующим образом. Вначале мы закроем центральные 40 петель, затем с каждой стороны 5 петель, 3 петли и 2 петли. Так, то есть у нас получается 10 петель, с каждой стороны мы еще с вами убавим. Так, вот эти вот петли, которые я уже обозначила маркером, мы их убавим. Так, вот таким образом. Укороченных у нас рядов здесь не будет. Итак, мы сейчас будем вязать вот этот ряд. Так, дойдем вот до этого маркера, затем закроем, как я уже сказала, 40 петель вот этих вот, и тогда уже начнем делать убавки вот в этой части нашей спинки. Первую петлю, как я вам и говорила, мы будем ее провязывать, так, изнаночную провязываем, не снимаем, и дальше доходим вот до этого маркера. Могут быть нюансы. Так, вот у меня должна быть протяжка. Так, но это будет перед маркером, то есть перед теми петлями, которые я буду убавлять. Поэтому я сейчас как бы сделаю протяжку, конечно. На одну петлю у меня уменьшится, да. Поэтому я буду брать вот эту вот петлю уже с этой части, где я буду убавлять. То есть у нас должно быть все-таки вот на плечиках, как я вам говорила, остаться 35 петель. То есть у нас идет узор, и вот эти вот протяжки, они могут быть, скажем, сокращать петли. Так, поэтому всегда соблюдаем, чтобы на плечиках было 35 петель. Вот здесь мы сделали протяжку, так, а где у нас будут петли для убавления, я вот сейчас беру, делаю накид. То есть у нас уже здесь тоже 10 петель, как и было, а на плечиках 35. Так, сейчас петли убавляем, центральных 40 петель. Убавляем самым простым образом. То есть первую петлю мы провязываем, у нас она изнаночная, провязываем изнаночной. Вторая петля у нас идет лицевая, значит мы ее провязываем лицевой. Так, и делаем, набрасываем на следующую петлю. Так, таким образом делаем дальше. Лицевая провязываем лицевой и предыдущую набрасываем на следующую. Так, обязательно смотрим за тем, чтобы у нас было не натянуто вот это вот наше полотно, потому что если оно будет сильно натянуто, значит ворот тоже будет тянуться. Ну и, конечно, и расхлябано не должно быть. Так, вот я последняя петля у нас сейчас была. Сокращаем ее тоже, следующую провязываем и набрасываем.
Так, и пересчитаем. То есть у нас до маркера должно быть 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. Все. Значит, мы с вами сократили 40 петель. Сейчас приступаем вот к этой стороне. Так, каким образом мы сейчас будем с вами делать? Значит, мы сейчас провяжем этот ряд лицевой полностью. Изнаночный также провяжем. И тогда уже встретимся. Но вот эти вот последние 2 петельки мы с вами провязывать не будем. Сейчас я вам покажу. Так, еще раз напоминаю, на изнаночной стороне первую петлю мы провязываем лицевой. Так. Так, еще один нюанс. Значит, у нас был накид, так, поэтому я одну петлю пересняла вот сюда, так. То есть опять мы считаем, чтобы у нас было для убавок 10 петель. Так, вот остались 2 первые петли, 2 последние петли, мы их не будем провязывать нить перед работой. И идем уже на лицевую сторону. На лицевой стороне мы с вами будем сейчас убавлять 5 петель, вот этих вот. То есть, смотрите, первые 2 петли, которые мы с вами не провязывали, за заднюю стеночку мы берем и провязываем лицевой. Так, это у нас одна петля. Затем провязываем дальше петлю и тоже убавляем. Так, у нас всего сейчас должно быть 5 петель убавлено. И остается у нас 2, 4, 5. Вот таким образом. Вот мы сняли вот эти вот 5 петель. И сейчас у нас остается 2, 4, 5 петель, которые мы с вами потом будем убавлять. Сейчас мы идем этот лицевой ряд опять до конца. И на изнаночной стороне точно таким же образом 2 последние петли мы с вами будем не провязывать. Нить перед работой просто будем переснимать. Так, вот эти 2 последние петли мы с вами опять не провязываем. Нить перед работой. Разворачиваем вязание уже на лицевую сторону. Так, и сейчас мы с вами будем убавлять вот эти вот 3 петли. Первые 2 петли мы с вами будем провязывать за заднюю стеночку. Вот таким образом. Дальше у нас изнаночная, провязываем изнаночной и набрасываем предыдущую. И еще раз у нас лицевая, набрасываем. И уже остается у нас вот до маркера 2 петли. Так, идем полностью этот лицевой ряд. И на изнаночной стороне встретимся возле этого маркера. Так, теперь вот смотрите, интересная ситуация у нас. У нас вот здесь вот должна быть протяжка. Естественно, мы ее сделаем. Так, но тогда будет на одну петлю меньше. Так, чтобы уравнялось, значит, мы вот эту вот петлю сюда будем на плечики пустим. Так, ну, а одну петлю сделаем такую, скажем, прибавочку. Вот таким образом. Эту мы сократим уже вот на изнаночной стороне. Когда потом вернемся, мы эту петлю сократим. Зато у нас на спицах будет тоже 35 петель, потому что вот это вот сделаем протяжку. Так, и красиво будет закрытие у нас. Так, вот мы дошли до этих 2 петель. Также мы оставляем ниточку перед работой. И переходим на лицевую сторону. На лицевой стороне вот у нас осталась сейчас последняя убавочка. Вот это вот 2 петли мы с вами сейчас сокращаем. Так, за задние стеночки вот эти вот 2 петли, которые мы сняли, провязываем. Так, следующая у меня изнаночная. И также сокращаем, набрасываем на предыдущую. Так, и все. То есть мы с вами уже сделали все убавки. Сейчас мы должны обязательно пересчитать петли. И у нас должно быть здесь 35 петель. Так, то есть по обе стороны у нас по 35 петель должно быть на плечиках. Сейчас мы провяжем еще один ряд уже полностью лицевыми. Так, и все. На этом у нас будет завершено формирование одной части спинки. Отрежем ниточку и начнем формировать уже вторую часть спинки. Так, вот я перенесла петельки на бросовую нить, чтобы она нам не мешала.
Так, и сейчас переходим к вывязыванию второй части спинки. Так, мы сейчас будем присоединять ниточку. И дальше вот этот ряд изнаночный будем полностью провязывать до конца. Лицевой мы с вами полностью провяжем. Так, и встретимся уже вот в этом изнаночном ряду. Так, вот первая петля у меня лицевая, значит, я буду провязывать ее лицевой. Так, держим эту ниточку, которую присоединяем крепко. И дальше провязываем. Так, вот здесь вот смотрите, где у нас 10 петель, у нас должна быть сейчас быть прибавка, так, по рисунку. Но я уже ее делать не буду, потому что мы будем сокращать эти петли. Так, доходим до последних 2 петель. Так, вот дошли до 2 петель, они у нас изнаночные. Так, нить будет уже за работой. Разворачиваем вязание уже на изнаночную сторону. Так, и сейчас мы с вами будем эти петли, 2 первые, провязывать уже за передние стеночки вот таким образом. Так, подтянем. Так, то есть мы сейчас сокращаем 10 петель. У нас идет лицевая, значит провязываем лицевой. Так, и набрасываем предыдущую. И таким образом сокращаем 5 петель. Сейчас мы должны сократить 5 петель. И также у нас должно остаться 5 петель. 2, 4, 5. Вот еще одну я убавлю. Так, и пересчитаем еще раз, чтобы у нас все было правильно. 2, 4, 5. Вот мы с вами убавили 5 петель. Сейчас мы полностью этот изнаночный ряд довязываем до конца. И с вами давайте встретимся также за 2 петли до конца на лицевой стороне. Вот мы дошли до 2 последних петель. Оставляем уже ниточку за работой. Переснимаем эти петли и разворачиваемся на изнаночную сторону. Сейчас у нас будут убавки. Убавки у нас уже будут вот здесь. Вот смотрите, 5 петель мы сократили. Так, и сейчас у нас идет 3. 3 петли мы сокращаем. Так, первые 2 петли мы сокращаем вот таким образом на изнаночной стороне. Так, и еще. Это у меня изнаночная. Я провязываю изнаночной. Набрасываю предыдущую. Следующая у меня лицевая. Я провязываю лицевой. И набрасываю. Так. И вот осталось у меня 2 петли, которые я сейчас потом уже убавлю. Сейчас мы с вами идем полностью изнаночный ряд до конца. И встретимся уже на лицевой стороне опять возле этого маркера. Итак, вот мы дошли до маркера. Эти 2 петли мы с вами будем не провязывать. Переснимаем на спицу. Остается ниточка за работой. И на изнаночной стороне сейчас будем их провязывать вместе. Вот таким образом. Так. И остается у нас еще одну петлю сократить. Вот мы сократили 2 петли. Сейчас у нас на спице должно остаться 35 петель. И провязываем изнаночный ряд до конца. Итак, по спинке у меня провязано 20 сантиметров. Сейчас переходим на перед. Так, и дальше будем вывязывать перед. Сразу мы должны набрать одну изнаночную дополнительную петлю. Так, вот берем из предыдущего ряда нижнюю стеночку петли. Так, и провязываем ее изнаночной петлей. Так. Подтягиваем ниточку. Дальше у нас идет изнаночная скрещенная. Все это мы подтянем. То есть у нас по краям должна быть изнаночная. Здесь изнаночная и здесь. А здесь у нас она уже есть. Поэтому мы здесь набирать не будем. Так. И дальше смотрим обязательно внимательно. Так. У нас это идет лицевой ряд. Почему? Потому что накиды у нас уже провязанные. Видите? Значит, это мы начинаем именно с лицевого ряда вязать перед. Так, и вяжем дальше перед. Итак, я уже вот провязала перед на высоту 12 сантиметров.
Всего у меня должна быть высота 20 сантиметров, поэтому мне осталось еще провязать 8 сантиметров. Но сейчас мы уже будем формировать горловину по переду вот таким образом. На плечики мы оставляем также 35 петель. Так, вот эти вот по 35 петель, как и здесь вот уже я отделила маркерами оранжевыми. Затем 20 петель мы с вами убавим для формирования круглой горловины. Вот эти вот 20 петель с одной стороны и с другой. А посерединке 21 петлю мы с вами сейчас закроем полностью. Так? То есть мы движемся вот отсюда в лицевом ряду. Пойдем до этого маркера. Провяжем все эти вот 20 петель, которые потом убавим. Сейчас мы с вами закроем вот эти вот петли, 21 петлю. Так? И тогда уже перейдем к вывязыванию вот этой вот части переда. Итак, вяжем первый ряд, полностью провязываем вот эти вот петли, затем эти 20 петель, здесь 35, здесь 20 петель. И остановимся возле этого маркера, когда уже будем закрывать средние 21 петлю. Так, первая петля у нас, помните про то, что она у нас провязывается. Так, она у нас идет изнаночная, поэтому мы ее провязываем. Так, дальше у нас идет по рисунку. Так, смотрите, что у вас там, где какие накиды и какой у вас рисунок идет дальше. Так, вот я остановилась возле этого маркера, и сейчас мы с вами будем закрывать петли. Эту петлю мы провязываем, следующую тоже. Так, и набрасываем ту, которую провязали первую. И таким образом закрываем петли. Лицевая, значит, провязываем лицевой и набрасываем предыдущую петлю. И формируем такую косичку. Вот таким образом. Полностью закрываем эти все 21 петлю. Так, вот смотрите, мы дошли сейчас до вот этих петель 20, которые мы с вами должны убавлять. Так, но мы будем убавлять уже, когда сейчас провяжем полностью лицевой ряд, затем изнаночный ряд. И тогда уже в лицевом ряду мы закроем первые 7 петель. Так, давайте провяжем вот этот вот лицевой. И за 2 последние петли в изнаночном ряду остановимся. Вот мы дошли до 2 последних петель. Мы их не провязываем нить перед работой. Переснимаем на правую спицу. И разворачиваем вязание сейчас уже на лицевую сторону. Сейчас мы с вами уже будем убавлять петли. И у нас получаются вот эти вот первые 7 петель. Вот здесь мы убавляем 7 петель. Так, первые петли мы с вами будем провязывать за заднюю стеночку 2 вместе. И дальше смотрим лицевая, провязываем лицевой, набрасываем вот это вот так, чтобы у нас не было вот этой вот лесенки. Мы таким образом делаем. То есть следующая петля у нас лицевая, провязываем ее и плавно убавляем следующую петлю. И таким образом, если изнаночно, провязываем изнаночной и набрасываем предыдущую. То есть первое закрытие идет у нас с 7 петель. После этого мы с вами довяжем полностью лицевой ряд до конца. Так, в изнаночном ряду вернетесь. Вернемся уже к концу ряда. 2 петли также не провяжем, как обычно. Вот сейчас будем так делать. Так. И дальше вот мы с вами будем вывязывать таким образом. 5 петель сократим, так, затем 4 петли, затем 3 и 1. Так. Я уже не буду показывать, потому что мы с вами провязывали полностью спинку таким образом. Так. У нас нету здесь укороченных рядов, то есть у нас нету скоса плеча. Поэтому плечи у нас будут прямые, достаточно того, что у нас рисунок такой. Я думаю, что достаточно будет для того, чтобы плавная, так сказать, линия плеча была. Вот, поэтому у нас мы сейчас с вами вот эти вот убавляем петли. Так, 7, 5, потом 4, 3 и 1. И затем уже встретимся после того, как вот эти вот 20 петель полностью будут у нас убавлены. Итак, вот я уже провязала полностью все убавочки. И у меня осталось на этой спице 35 петель. Но мне еще нужно довязать вот столько рядов, сколько у нас было по спинке. Так? Если посмотреть вот таким образом, вот этот вот узор, вот у меня получается, вот у меня вывязан целый раппорт по спинке, по переду. Затем пол раппорта
уже по переду я вывязала. И мне осталось еще пол раппорта по переду, потому что по спинке, видите, еще какое расстояние. То есть мы вяжем одинаковое расстояние, можно по узору посмотреть, сколько у нас рядов остается. Так, единственное, что мы должны закончить лицевым рядом. То есть петли полностью должны быть лицевые, так как и на спинке мы сделали. А затем будем делать шов петля в петлю. Так, соединим уже перед и спинку. То есть последний ряд сделаем именно все петли лицевыми. Так. Итак, я уже провязала эту часть. У меня получается в сантиметрах 20. Так, и уже сшила. Вот у меня получается вот такой шов на лицевой стороне. И вот такое вот получается на изнаночной стороне. Так, единственное, вот обращаю ваше внимание на то, что у меня здесь раппорт не полный, поэтому мне пришлось вязать вот просто лицевыми петлями. Так, накидов у меня вот в этой части не было, поэтому у меня получилась вот такая вот, скажем, лицевая лесенка. Ну, я думаю, когда обработается горловина, в принципе, это, скажем так, немножко уберется, не будет так заметно. Так, сейчас приступаем к вывязыванию второй части. Так, присоединяем ниточку уже к изнаночной стороне. Так, первая петля у меня лицевая, провязываю лицевой. Подтягиваю ниточку. Вторая у меня изнаночная. Так, и дальше по рисунку провязываем этот ряд весь изнаночный. Затем развернем вязание, пойдем на лицевую сторону, провяжем полностью лицевой ряд. Так, и дальше будем делать уже убавки. Убавки уже будем делать по изнаночной стороне. Так, то есть я уже эту сторону показывать не буду, она будет, скажем, симметрично вот этой. То есть мы будем убавлять 7 сначала петель, затем 5, 4, 3 и 1. Так? То есть вот эти 20 петель мы с вами тоже должны будем убавить. Но убавки, как я еще раз обращаю ваше внимание, они будут на изнаночной стороне. Так, то есть это у нас первый ряд, вот этот вот, скажем, уже второй, потому что первый у нас был лицевой, а это второй изнаночный. Мы его полностью провязываем. Дальше лицевой тоже провязываем. И уже тогда только будут убавки. Так, и тогда, когда вы убавите вот эти все 20 петель, на спицах у вас останется 35 петель. Точно так же должны будете дополнить этот рисунок до вот этой вот части спинки. То есть полностью у вас рисунок должен совпадать на одной стороне и на второй. Так, последний ряд у вас должен быть лицевой. Для того, чтобы с одной и с другой стороны на лицевой стороне у вас был лицевой ряд, чтобы сделать вот этот шов петля в петлю. То есть полностью у вас должно быть все одинаково. Так, по рисунку вы будете смотреть и именно закрывать петли только тогда, когда у вас будет полное совпадение количества рядов и в одной части, и в другой части. Итак, я довязала уже вторую половинку переда. Смотрите, так вот у меня эта ниточка, которую я присоединяла. То есть здесь у нас шли убавки. Так, и обязательно пересмотрите, рисунок должен быть одинаковый с одной стороны и с другой стороны. Так, если кто-то еще не знает, как закрывать петли швом петля в петлю, можете посмотреть. Ссылочка появится сверху сейчас. Итак, я уже полностью провязала один рукав. Будем сейчас приступать к вывязыванию второго рукава. Что касается вот этого вывязывания рукава, я сейчас расскажу. В первую очередь заострю внимание, что я вязала именно сверху вниз. Если у нас спинка и перед мы вязали снизу вверх, так, то рукава, вы знаете, я посмотрела, я вначале даже связала большую часть, скажем так, половину рукава связала именно от манжета. Но мне не понравилось то, что вот эти вот прибавки, скажем так, они как-то у меня, проблематично было с ними, с этими прибавочками. Поэтому я все-таки решила вязать именно
сверху вниз. От этого рисунок, в принципе, не пострадал. Вот видите, я вам сейчас покажу два рукава. Так, вот этот вот рукав, как я уже сказала, вязала снизу вверх, вот этот вот, да, вот даже на спицах у меня есть, так, а этот я вязала сверху вниз. И вот узор, если разложить вот так вот, посмотреть, в принципе, я думаю, что он особо не отличается. То есть вот эти вот ромбики, они получаются перевернуты. Но, на мой взгляд, здесь вообще ничего такого большого отличия нет. Поэтому я, в принципе, довольна, что все-таки начала затем вязать именно сверху вниз. Так, что касается рукава. Вот здесь вот я набирала петли. Всего вот здесь вот я набирала 104 петли. То есть по 52 петли по переду и по 52 петли по спинке. Так, то есть всего вот отсюда я начинала 104 петли. Это у нас получается 8 раппортов. То есть 4 раппорта с одной стороны, по 13 петель каждый, и 4 раппорта с другой стороны. Так, то есть всего 8 раппортов. В результате, когда вот я убавляла, так, по 13 петель с каждой вот стороны этого рукава, у меня получилось в конце уже не 8 раппортов, а 6. Вот они даже видны. Вот 1, 2, 3. Это с одной стороны вот эти вот ромбики. И с другой стороны 1, 2, 3. Так, убавочек у меня было, как я сказала, 13. Вот даже вот последняя убавка. Затем перед самым рукавом я тоже убавила. У меня получалось на спицах 3 раппорта по 13 петель. Значит, это 39 петель с одной стороны, с другой стороны всего было 78 петель. И затем я убавила. На манжет я оставила всего 50 петель. То есть у меня... То есть я убавила, получается, 14 петель с одной стороны и с другой. Всего 28 петель перед манжетом я убавила. На манжет 50 петель. И 15 рядов я провязала так же, как и внизу у меня провязано. И закрыла затем фабричным способом. Так, сейчас начнем вывязывать второй рукав. Набираем петли спицами номер 3. Сам рукав будем вязать номером 3,5, а манжет тройка. Значит, сейчас спица номер 3. Берем ниточку в работу. И вот я отделила маркерами половина, скажем, нашего вот это вот проймы, которую мы будем набирать. Так, вот до маркера мы наберем 26 петель. Дальше до серединки вот центра плеча тоже 26. И у нас будет с одной стороны 52 петли. Для того, чтобы было удобнее, я все-таки разделила, скажем, вот эти вот части. Так, и набираем петли следующим образом. Вот у нас были стенки наши кромочные, которые мы провязывали. Так, вот они. Значит, подхватываем ниточку и набираем первую петлю. Следующую тоже набираем. Вот смотрите, получается одна подлиннее, а вторая идет покороче. Там, где у нас вот это вот коротенькое, да, тоже набираем. Так, ну, я специально их провязывала, эти петли, для того, чтобы, когда вот мы сейчас будем набирать, смотрите, по тому рукаву, у нас дырочек практически нет. То есть оно красиво получается. Вот видите, вот эта вот часть, она очень хорошо набирается и действительно красиво смотрится. Нету вот этих вот дырок от того, что мы набираем петли. И с той стороны у нас вот получается вот такой вот, скажем, шов. Тоже очень, скажем, не совсем незаметный. Так, дальше идем. Опять вот 2 стеночки подхватываем кромочные. Следующая, они более короткая, мы тоже туда продеваем. Вот у меня уже на спицах 4 петли. Так, до маркера у нас должно 26 петель. Таким образом, потихонечку набираем петли. Где вот длинные, вот эти вот 2 стеночки, а где коротенькие, тоже оттуда набираем.
И таким образом идем дальше, подсчитываем. У нас было, как я уже сказала, набрано 104 петли. Если где-то тяжело спицей, можно взять крючок. Крючком будет намного легче. Вот подтягиваем вот эту ниточку, продеваем и на спицу одеваем. Так, вот я уже набрала 25. Это у меня будет 26 петля. Такую. И вот смотрите, видите, петельки набраны. За счет того, что у нас были последние петли провязаны, так, у нас получается вот одна петля, скажем, более длинная, а вторая короткая. И вот, но за счет того, что мы провязываем последнюю петлю, у нас получается нету вот этих вот дырок, которые, когда набираем по рукаву. То есть мне такой способ провязывания рукава нравится. И вот получается, видите, такой вот ровненький, скажем, более тесные петельки эти. Так, набираем по кругу 104 петли. Так, вот я уже набрала петли. Сейчас меняю спицы. Спицы номер 3,5. Так, я вяжу методом Magic Loop, то есть у меня с длинной леской спицы. Если вам более удобно вязать короткими, 40 сантиметров, берите коротенькие спицы. Так, и первый ряд у нас полностью лицевой, то есть все петли провязан лицевой. Первая петля вот у нас такая, скажем, длинная получается. Мы ее подтягиваем, фиксируем. И дальше петельки все полностью будем лицевыми. Так, и сейчас начинаем провязывать наш раппорт. Так, то есть полностью, вот как мы вязали перед спинку, так мы будем вязать также и наши раппорты на рукавах. Так, начинаем со скрещенной петли. Первая у нас будет скрещенная. Дальше у нас идет изнаночная. Дальше опять скрещенная лицевая, изнаночная. Так. Затем идет накид, протяжка и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 плюс изнаночная. Так, и таких у нас раппортов с одной стороны у нас будет 4, с другой стороны тоже 4, потому что 104 петли. И таким образом мы будем с вами дальше вязать. Единственное, у нас будут убавки. Убавки у нас будут сформированы следующим образом. Так, вот на этом рукаве, еще раз вам покажу, это у меня убавки вот этими маркерами обозначены или резиночками. Вот они, видите? Так. Вот провязали вот в самом начале столько и убавочка. Опять провязали и столько. Так, что касается убавок, у меня вот все расписано. В каждом ряду, вернее в том ряду, когда у нас убавки будут, у нас будут убавляться 2 петли. 2 петли, то есть, скажем, вот здесь вот, в начале ряда и в конце. Вот здесь вот у нас убавка, так, посмотрите, вот если присмотреться, то в принципе ее практически и не найдешь. Здесь у нас тоже убавка, вот таким образом идут у нас убавочки, и начинаем убавки в самом начале. У нас будет в первом раппорте в 13 ряду, затем в 25 ряду. И дальше пойдет уже второй раппорт, 7, 19 ряд. В 3, 4, 5 раппорте у нас будет 3, 13 и 23 ряд. Там у нас будут убавки. Так? То есть, если, скажем, можете смотреть или сами провязать, если вам, скажем так, не трудно будет сформировать вот эти убавочки. Так? Но я показывать уже раппорты, как вязать, я не буду, вот этот узор. Единственное, я буду останавливаться на вот этих вот маркерах, так, на этих убавках, и буду показывать, как я делала убавки эти по рукаву. Значит, сейчас мы самостоятельно провяжем 12 рядов. Вот я уже провязала 24 ряда первого раппорта, и в первом раппорте в 25 ряду у нас идут убавки. Одна убавочка с одной стороны и в начале ряда, и в конце ряда вторая убавка. Каким образом? Накида мы делать не будем ни здесь и не здесь. То есть 2 петли вместе у нас есть в этом раппорте, мы их сделаем. Вот это у нас и получается убавка.
здесь с этой стороны и с другой стороны то же самое. Вот здесь вот мы сделаем 2 петли вместе, но накида делать не будем. И тогда у нас уже будет не 12 петель до маркера, вот, а 11. То есть это у нас уже идет вторая убавка. Так, вот я провязала одну лицевую скрещенную. Дальше у нас идет следующая петля изнаночная. Третья у нас идет изнаночная, лицевая скрещенная. Четвертая изнаночная. Дальше идет у нас лицевая. Вот мы делаем 2 петли вместе с наклоном вправо. Дальше идут у нас изнаночные. Опять изнаночная. Вот здесь вот должен быть накид, но мы его делать не будем. Провяжем последнюю изнаночную. И таким образом вот у нас до маркера в самом начале ряда 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель. И сделаем точно так же и здесь в конце ряда. Так, у нас уже будет третья убавка. И это вот в этом ряду. То есть это у нас получается 7-й ряд во втором раппорте. Сделаем бабочку следующим образом. Вот эти вот 2 петли лицевые, которые идут после первых 4, мы провяжем вместе. Это с этой стороны. Так, вот эти вот 2 петли вместе мы за заднюю стеночку. Вот таким образом. Так. Что касается в конце ряда, мы тоже вот здесь вот провяжем 2 петли вместе. Так, вот в конце ряда у нас получается убавочка. Скоро будет. И мы ее убавим таким образом. Вот у нас 2 лицевые. Мы будем убавлять уже с наклоном влево. Вот таким образом. Так, и у нас получается 2, 4, 6, 8, 10. То есть 10 осталось здесь с одной стороны и с другой стороны 10 петель, которые мы тоже потом дальше будем убавлять. Итак, сейчас у нас будет уже 4-я убавка. Вот в этом 19 ряду. Второй раппорт. Каким образом мы сделаем эти убавочки? Вот эти вот первые 4 петли мы с вами будем провязывать. А убавку сделаем вот в этих 2 петлях. То есть провяжем 2 петли вместе лицевой. Так, и здесь у нас получается уже 2, 4, 6, 8, 9 петель, которые мы будем еще убавлять. С этой стороны, то есть в конце ряда, мы с вами возьмем 2 последние лицевые петли. Тоже провяжем вместе лицевой, но уже с наклоном влево. Вот таким образом. Эту петлю снимаем, следующую провязываем и продеваем предыдущую вот на эту петлю. Вот. Дальше мы вяжем до 2-го ряда 3-го раппорта. То есть в 3-м ряду мы уже будем потом делать убавки. Так, сейчас у нас идет уже 5-я убавка. Вот в этом 3-м ряду 3-го раппорта. И будем убавлять следующим образом. Вот эти вот 2 лицевые будем провязывать сейчас 2 петли вместе. С этой стороны. С наклоном вправо. В конце ряда вот эти 2 петли лицевые тоже провяжем 2 вместе, но уже с наклоном влево. И тогда у нас на спицах должно остаться 2, 4, 6, 8 петель. То есть с одной стороны вот эти вот, которые убавляем, и с другой стороны 8 петель должно остаться. Итак, вяжем до 12-го ряда этого раппорта. В 13-м ряду опять встретимся. Сейчас у нас идет 6-я убавка. Вот мы сейчас в 13 ряду 3-го раппорта и будем
тоже сокращать петли. Мы сделаем сокращение следующим образом. Первые 4 петли мы с вами провязываем. А вот эти вот 2 лицевые в начале ряда мы провяжем 2 вместе лицевой, как обычно. В начале ряда 2 вместе лицевой с наклоном вправо, а в конце ряда вот эти вот 2 петли вместе с наклоном влево. И тогда уже у нас на спицах, точнее для убавок, у нас останется 2, 4, 5, 6, 7 петель. Так мы будем вязать с вами до 22 ряда этого раппорта, и в 23 ряду опять будут 2 убавочки. Итак, мы уже довязали до 23 ряда, и сейчас у нас будет уже 7-я убавка, то есть это у нас 3-й раппорт и 23 ряд. Мы будем убавлять вот эти вот 2 лицевые, которые у нас остались, за переднюю стенку с наклоном вправо с этой стороны, а в конце ряда вот эти вот 2 петли у нас остались вместе, 2 лицевые, мы тоже их провяжем, но уже с наклоном влево. И тогда мы будем вязать уже до 4-го раппорта, до 2-го ряда. В 3-м ряду у нас будет следующая убавка. Итак, мы с вами подошли к 3-му ряду 4-го раппорта. И это у нас получается 2, 4, 6, 7, 8-я убавка. Так, как мы ее сделаем? 2 первые петли мы провяжем изнаночной. Вот таким образом. Так. А последние 2 петли, это у нас будут вот эти вот, мы провяжем лицевой. И у нас будет также дорожка вот из этих вот лицевых и изнаночных петель. Дальше мы будем вязать до 12 ряда 4-го раппорта. В 13 ряду опять с вами встретимся. Так, мы с вами подошли к 9-й убавке. Вот мы в 13 ряду в начале 4-го раппорта. И мы с вами сделаем убавочки следующим образом. В начале ряда мы сделаем 2 петли вместе, провяжем лицевой за передние стеночки. Так, и у нас получится 4 останется убавить. Так, в конце ряда у нас будет вот эти вот 2 петли мы с вами провяжем изнаночной. И тоже в конце у нас останется 4 петли для того, чтобы потом убавить. После этого мы с вами будем вязать до 22 ряда. В 23 ряду вот этого раппорта опять встретимся. Так, мы подходим уже к 10-й убавке. И мы находимся в начале 23 ряда в 4-м раппорте. То есть вот сейчас у нас здесь убавка. Так, мы будем делать таким образом. В начале ряда мы провяжем 2 петли вместе изнаночной. Вот это вот начало ряда. А в конце мы провяжем 2 петли вместе лицевой. Так, и дальше у нас останется уже 3 убавки с одной стороны и с другой стороны. Так мы будем дальше вязать до 3-го ряда 5-го раппорта. Итак, мы подошли к 3-му ряду 5-го раппорта. И сейчас будем тоже делать убавку. Убавку сделаем следующим образом. В начале ряда мы провяжем 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку. Так. Что касается в конце ряда, то мы вот эти 2 последние петли провяжем изнаночной. И так мы будем вязать дальше до 13 ряда 5-го раппорта. То есть у нас остается еще 2 убавочки в 13 ряду и в 23 ряду. Итак, мы сейчас подходим вот к 13 ряду 5-го раппорта. Сейчас делаем убавочку. И я уже вот перешла на спицы с длинной леской. Мне так более удобно, потому что как-то уже становится узко. Если кому-то неудобно с длинной леской, можете брать уже чулочные спицы. Так, делаем убавочку следующим образом. В начале ряда 2 петли вместе провяжем изнаночной. Вот таким образом. В
конце ряда у нас получается 2 петли вместе провяжем лицевой. Вот это у нас есть изнаночная, значит будет 2 петли вместе лицевой. И останется у нас только одна убавочка. Мы будем вязать до 23 ряда. В 23 ряду уже сделаем последнюю убавку. И на спицах у нас уже останется по 3 раппорта с каждой стороны. То есть всего останется 6 раппортов. Итак, мы подходим уже к последней убавочке. Вот у нас идет 23 ряд 5 раппорта и последняя убавка. Мы ее сделаем следующим образом. Одну петлю переснимем вот на эту спицу, на левую. И тогда 3 петли вместе провяжем лицевой. 3 петли вместе провяжем лицевой. Вот таким образом. И на этом у нас уже убавочки будут все выполнены. То есть получается у нас на одной спице 3 раппорта, на другой спице 3 раппорта. И сейчас будем уже формировать манжет, но нам нужно еще сократить петли. Итак, вот у нас еще раз пересчитаем 13 убавочек. Так, то есть по одному раппорту с каждой стороны мы сократили. То есть по 13 петель мы сократили до манжета. На манжет я оставлю 50 петель. Здесь у меня 78. На одной спице 39, на второй 39. Это всего 78 петель. Значит, для того, чтобы 50 петель осталось, я буду сокращать. И на каждой спице я буду сокращать 14 петель через одну петлю. Перейду на спицу номер 3 и буду убавлять петли перед вывязыванием манжета. Одну петлю я буду провязывать. А затем 2 петли вместе буду делать. За передние стеночки провязываем лицевой. И опять 1 лицевая. Дальше 2 петли вместе за передние стенки. Вот таким образом. 1 лицевая, 2 петли вместе. Так, ну и будем смотреть, чтобы у нас здесь на этой спице, на одной, то есть на каждой, было по 25 петель. Так, в конце вот этой спицы я пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. У меня остается еще 5 петель. Должно остаться у меня, получится всего 25 петель. Значит, 23, 24, 25. Я опять назад верну вот эту вот петлю. И тогда уже сделаю 3 петли вместе. Вот здесь вот. Эти убавки будут по центру рукава. Так, вот таким образом. То есть немножко в конце я уже убавила по 2 петли вместе. Так. И на второй спице точно так же. Придем к тому, что у нас полностью будет 50 петель. Так, вот у меня получилось 50 петель. И сейчас я буду вязать резиночку 1 на 1 обычной. Так же, вот как мы вязали начинали наше вязание, то есть внизу. Обычная лицевая и обычная изнаночная. 1 лицевая, 2 изнаночная. 1 лицевая, 2 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так я буду вязать 15 рядов. То есть точно так же, как вот в самом низу я набирала и провязывала 15 рядов. Затем закрою фабричным. Так, вот у меня уже вывязан манжет 15 рядов. Сейчас я буду закрывать петли фабричным способом.
Если кто-то еще не знает, как закрывать петли фабричным способом, можете перейти по ссылочке в описании. Сейчас вот вам выскочит подсказка. И более подробно рассмотреть этот способ закрытия. Берем ниточку примерно в 3 раза больше вот этой вот окружности нашего расстояния. Обрезаем. Продеваем иголочку. Так, чтобы нам было более удобно. Я беру вот такой вот кусочек бумаги. Ниточку нашу беру. И вот так вот ее делаю. Затем вот это ушко иголки продеваю. И аккуратненько вот таким способом вытягиваю ниточку. Так будет намного быстрее. И закрываем петли, как я уже сказала, фабричным способом. Что касается обработки горловины, то она у меня обработана ложной петлевкой. Вот так она выглядит поближе с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Кроме того, есть 3 ряда полой резинки. И закрыла я петли фабричным способом. Как обработать горловину ложной петлевкой, у меня есть отдельное видео по вывязыванию этой горловины. Именно в этом джемпере. Перейдите по ссылочке в описании и также обработать горловину именно таким способом. Что касается закрытия петель, также фабричный способ закрытия петель. Можете на канале у меня посмотреть. Также есть отдельное видео по фабричному способу закрытия петель. На этом у меня все. Если кто-то связал кофту по моему мастер-классу, я действительно буду очень рада, что вам пригодилась моя, скажем, вот эта вот информация.